Привет, друзья! Посмотрите на эту квартиру. Дома бардак. Да, дома большой бардак. Везде пыль. Посмотрите, вот стол. Поверхность стола пыльная. Видите? Весь стол покрыт серой пылью. Пол тоже пыльный. Посмотрите на пол. Пол пыльный. Пыль на полу. Пыль на столе. И эта поверхность пыльная, и та поверхность пыльная. Везде очень много пыли. Это значит, нужно сделать уборку. Нужно убраться. Нужно убраться дома. Дома бардак и нужно убраться. Сегодня мы делаем уборку вместе. Я покажу вам все. Начнем. Смотрите, вот дверь. Эта дверь ведет в кладовку. Кладовка – это маленькая комната для хранения вещей. Давайте посмотрим, что тут есть. Вот тряпка. Это желтая тряпка. Желтая тряпка висит на стене. Желтая тряпка – это хорошая тряпка. Этой желтой тряпкой вытирают пыль. А рядом синяя тряпка. Синяя тряпка – специальная тряпка для швабры. Вот швабра. Это длинная современная швабра. У швабры длинная серебристая палка. Внизу широкая плоская синяя тряпка. А вот старая швабра. У старой швабры коричневая деревянная палка. Внизу белые нити. Еще тут есть пылесос. Вот серый пылесос. Но пылесос очень грязный и старый. Снаружи много грязи. Мне стрёмно его использовать. Мне неприятно. Этот старый пылесос использовать не буду. Посмотрите на пол. Вот пол. Тут два вида пола. Первый вид – кафель. Кафель белый. Кафель квадратный. Мы говорим кафель или плитка. Кафель и плитка – это одно и то же. Второй вид – ламинат. Ламинат коричневый. Ламинат похож на дерево. Итак, тут белый кафель, а тут коричневый ламинат. Видите? Тут кафель, а тут ламинат. А вот здесь стык. Стык – это место, где кафель и ламинат встречаются. Посмотрите на стык. Тут есть щель. Щель – это маленькое темное пространство между кафелем и ламинатом. В этой щели много грязи. Видите темную грязь в щели? Грязь забивается в щель. Щель чистить не будем, просто помоем кафель. Просто помоем ламинат. А вот ковер. Это маленький ковер. Ковер темно-синий. Ковер лежит на ламинате. Посмотрите, ковер пыльный. На ковре много серой пыли. Везде пыль на ковре. Что делать с этим ковром? Мыть его не будем. Пылесосить его тоже не будем. Можно вытрясти ковер. Вытрясти значит трясти ковер так, чтобы пыль вышла наружу. Пыль выходит из ковра. Можно вынести ковер на улицу и вытрясти пыль. Вытрясти пыль значит убрать пыль из ковра. Пока просто не трогаем ковер. Ковер вытрясем потом. Пока идем дальше. Смотрите, в левой руке веник. Веник – это длинная коричневая палка. Внизу у веника широкая желтая щетка из соломы. Веник нужен, чтобы подметать пол. Подметать значит собирать пыль с пола. Но сегодня подметать не будем. Проще сразу мыть пол.
а в правой руке швабра. Швабра – это длинная серебристая палка. Внизу у швабры широкая плоская синяя тряпка. Этой шваброй моют пол. Хочу помыть пол. Нужно помыть пол. Собираюсь помыть пол. И еще, вот ведро. Ведро желтое и круглое. В ведре чистая вода. Швабра плюс ведро с водой – все, что нужно, чтобы мыть пол. Начинаем мыть пол. Вот желтая тряпка. Это тряпка для пыли. Что нужно сделать сначала? Сначала нужно намочить тряпку. Намочить значит сделать тряпку мокрой. Тряпка намочена. Тряпка теперь мокрая. Но тряпка очень мокрая. В тряпке много воды. Что делать? Нужно отжать тряпку. Отжать значит выдавить воду из тряпки руками. Смотрите, тряпку держит двумя руками над раковиной. Руки крутят тряпку в разные стороны. Вода выходит из тряпки. Вода капает в раковину. Тряпка отжата. Теперь тряпка влажная, но не очень мокрая. Теперь можно вытирать пыль. Влажная тряпка – хорошо. Очень мокрая тряпка – плохо. Сначала намочить, потом отжать. Тогда можно вытирать пыль. Отлично! Тряпка влажная. Теперь вытираем пыль. Посмотрите, вот столешница. Столешница – это широкая белая поверхность. Столешница пыльная. Видите серую пыль на столешнице? Справа пыль, слева уже чисто. Берем желтую влажную тряпку. Кладем тряпку на столешницу, вытираем пыль справа налево. Вот здесь пыль. Трем тряпкой. Тут уже чисто. Тут пыли нет. Продолжаем. Вытираем дальше. Тряпка убирает пыль со столешницы. Столешница становится чистой и белой. Столешница чистая. Супер! Смотрите, еще одна важная вещь. Нужно вынести мусор. Вот мусорное ведро. Мусорное ведро маленькое, белое и круглое. Оно стоит у двери. Крышка открыта, внутри пусто. Мусор уже достали из ведра. Ведро пустое. А вот мусор – это белый пластиковый пакет. Пакет завязан сверху. Пакет полный. В пакете мусор. Пакет держат в правой руке. Нужно вынести мусор. Вынести мусор значит унести мусор из квартиры. Или можно сказать выкинуть мусор. Вынести мусор и выкинуть мусор – это одно и то же. Вот дверь. Дверь открыта. За дверью светлый коридор. Идем выкидывать мусор. Пойдем, выкинем мусор. Посмотрите, вот раковина. Раковина белая, но раковина очень грязная. Посмотрите на раковину. Тут много темных пятен. Тут большое пятно. И тут пятно. И тут тоже пятно. Пятно – это место, где есть грязь. Раковина вся в пятнах. Некрасиво. Нужно почистить раковину. Чистить – значит убирать большую грязь. Говорим почистить раковину. Как чистить раковину? Нужна губка. Вот губка. Губка зеленая. Сверху у губки мягкая светло-зеленая сторона. Снизу жесткая темно-зеленая сторона. Жесткой стороной трут грязь. Еще нужно моющее средство. Вот желтый флакон. Это моющее средство.
Наносим моющее средство на жесткую сторону губки. Вот белая пена на губке. Теперь чистим раковину. А вот плита. Плита черная и плоская. Посмотрите на плиту. Плита грязная. Вот 4 круглых конфорки на плите. А вот это нагар. Нагар темно-коричневый. Нагар твердый. Нагар – это еда, которая сгорела на плите. Остатки еды пригорели к плите. Под действием температуры еда стала твердой темно-коричневой грязью. Это нагар. А вот это жир. Жир желтоватый и маслянистый. Жир и нагар – это разные виды грязи. Вот пятно. Большое темное пятно. Вот еще одно пятно. И тут пятно. На плите много пятен. Нужно оттереть эти пятна. Оттереть значит удалить пятно. Берем губку и моющее средство. Начинаем чистить плиту. Берем губку, нажимаем жесткой темно-зеленой стороной на пятно. Начинаем тереть. Тру, тру, тру. Тереть значит делать быстрые движения туда-сюда. Трем плиту. Трем пятно жесткой стороной губки. Посмотрите, вот большое темное пятно справа. Это пятно еще не оттерли. А вот слева уже чисто, пятна нет. Пятно слева оттерли. Оттереть значит удалить пятно трением. Некоторые пятна оттираются легко, а некоторые пятна трудно оттереть. Приходится тереть долго. Трем справа. Трем, трем, трем. Пятно становится меньше. Еще трем. Пятна нет. Оттерли пятно. Нагар и жир оттерли. Трудно, но результат хороший. Вот спальня. Но это не только спальня. Это еще и офис. Спальня и офис – одна комната. Посмотрите налево. Вот кровать. Кровать белая и голубая. Но кровать не заправлена. Простыня скомкана. Подушка сплющена. Одеяло висит на полу. Это бардак. Нужно заправить кровать. Заправить кровать значит сделать кровать аккуратной. А теперь посмотрите направо. Вот рабочее место. Вот стол. На столе стоит ноутбук. Ноутбук темно-серый. Но посмотрите, поверхность ноутбука пыльная, очень пыльная. Много серой пыли на ноутбуке. Рабочее место пыльное. В комнате пыльно. Нужно сделать влажную уборку. Влажная уборка – это уборка с водой. Начинаем влажную уборку. Нужно заправить кровать. Кровать была не заправлена. Постель была не заправлена. Это был бардак. Сейчас заправляем кровать. Посмотрите. Вот простыня. Простыня белая. Расправляем простыню руками. Разглаживаем простыню. Простыня ровная и гладкая. Вот подушка. Подушка голубая. Подушка пышная и аккуратная. Подушка лежит ровно у стены. А вот одеяло. Одеяло белое. Одеяло лежит ровно на кровати. Одеяло расправлено. Посмотрите, кровать уже заправлена. Все ровно и аккуратно. Простыня ровная, подушка аккуратная, одеяло ровное. Кровать заправлена, постель заправлена. Красиво, порядок. Фух, уборка закончена. Уборка заняла несколько часов. Несколько часов – это много времени. Но теперь квартира чистая. Посмотрите на стол. Стол чистый, пыли нет. Посмотрите на пол. Пол чистый, грязи нет.
Кровать заправлена. Раковина чистая. Плита чистая. Везде чисто. Хорошо. Чистый воздух. Устал, но доволен. Сижу в мягком сером кресле. На голове белые наушники. Слушаю подкаст. Когда убираешься, хорошо слушать подкасты. Так веселее. Уборка – скучное дело, но с подкастом намного лучше. А что делаете вы, когда убираетесь? Вы слушаете музыку? Вы слушаете подкасты? Расскажите в комментариях. До встречи. Пока-пока.